От кого произошли аргентинцы? Аргентина – далекая от России страна, о которой стереотипно думают, как о еще одной стране латинос, что является большим заблуждением. Происхождение аргентинского народа сложное, многонациональное и, на удивление, более европейское, чем у любого другого американского этноса. Они вместе с бразильцами или американскими веспи являются уникальным примером этногенеза, когда на базе нескольких народов сформировался новый, с устойчивыми признаками. Коренное индейское население Аргентины было малочисленным и не воинственным, за исключением патагонцев, народа на крайнем юге страны в умеренном климате. Эти люди очень большого роста и темного цвета кожи, в довольно холодном климате, были почти полностью истреблены. Сыграла и их миролюбивость, и огромные пастбища для скота, которые оказались слишком ценными, чтобы терпеть там индейцев. Сейчас Аргентина – крупнейший потребитель и производитель мяса, а вот патагонцев почти не осталось. Большая часть аргентинцев имеет европейские корни, причем только европейские, без местных генов. Основной зоной прибытия новых жителей в Аргентину были Испания, Португалия, Греция, евреи Старого Света. Первый этап заселения проходил буднично. Аргентина, Серебряная, стала колонизироваться Испанской империей, что и определило основной язык, культуру и этнический состав населения. Отделившись после нескольких кровавых войн от Испании, Аргентина стала активно расширяться на юг, забирая пустующие земли, и оказалось, что имеется не только много ресурсов для добычи, но и прекрасные сельскохозяйственные угодья. Это потребовало зазывать в страну сотни тысяч мигрантов, готовых стать пастухами и фермерами. На середину XIX века это было крайне вовремя. Множество стран страдали от безземелья и перенаселения в деревнях. Поляки ехали в США, русские в Сибирь, китайцы в Калифорнию. Жители Старого Света хлынули за новой жизнью на юг Америки. 85% населения страны белокожие, менее 2% коренные индейцы. Примерно третья часть – потомки итальянцев, которым больше всего подходил местный климат. Но кроме них, многочисленны в Аргентине. Валлийцы, жители Уэльса, заняли Патагонию и сделали свой язык вторым родным для местных индейцев. Немцы и ирландцы занялись скотоводством, ведь страна давала уникальные для этого возможности. 400 русскоговорящих живет в Аргентине сейчас. Это евреи, украинцы, белорусы и русские западных губерний, рискнувшие выбрать Америку вместо Сибири. Многочисленны арабы, ливанцы, баски и гасконцы, южные славяне. Эти народы искали убежище от ущемления своих прав в родных странах в XIX веке. Антропология аргентинцев разнообразна, но преобладает южный европеоидный комплекс. Средний и низкий рост, стройная, сухая фигура, удлиненные конечности, выдающийся прямой нос, темные волосы и средней смуглости кожи, смешанные глаза, зеленые, зелено-карие, серые. В закрытых этнических группах могут сохраняться изолированные типы, как почти лишенные пигмента белорусы или датчане, или типичные арабы. Редкое в Европе, но типично для Аргентины сочетание темноволосого и смуглого человека с голубыми или зелеными глазами. Получающийся коктейль этносов все равно тяготеет либо к смешению европейских мигрантов, либо восточноевропейских православных этносов, либо азиатов, определяя преимущественно белых облик страны. Сегодня смешанный состав Аргентины, буквально вся Южная и Центральная Европа, активно пополняется новой волной мигрантов из славянских стран.